Друзья, всем привет! Это продолжение истории про дедушку Толю, который едет из Магадана в Донецк к себе на родину. В описании к этому ролику я ставлю плейлист с участием, в котором вы увидите два ролика, где рассказывается абсолютно вся история. Его путь составляет 11 тысяч километров. Дядя Толя едет уже год, и сейчас он застрял в Новосибирске, у него сломалась машина. Об этой истории узнали неравнодушные люди и начали ему помогать, предоставив ему жилье и начав заниматься его машиной. Примерно в этот момент к этой истории подключились и мы. В прошлом выпуске мы узнали о состоянии машины и поняли, что она не подлежит абсолютно никакому восстановлению. И мы приняли единственно правильное решение, о котором вы узнаете прямо сейчас. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Прямо сейчас мы начинаем. Взвесив все и за и против, мы приняли, наверное, единственное правильное решение. Мы едем в город Томск. На это все дело мне даже пришлось взять кредит. Мне просто очень хочется, чтобы у дедушки все получилось, и он, можно сказать, достиг своей цели. Я доехал до Вити. Сейчас мы вместе с ним отправляемся к дедушке Анатолия. Будем с ним разговаривать, как-то обсуждать вот все эти моменты. Я думаю, Вите будет приятно. У Вити есть свой небольшой магазинчик разной рассады. Пойдемте, я вам покажу. Находится на Восточном шоссе 1/1. Вот просто большая-большая теплица разных рассад. Я всю информацию оставлю в описании к ролику. Если кто-то из наших зрителей посмотрит, живет в Новосибирске, приезжайте. Я думаю, для Вити это будет большая поддержка. Привет. Чем ты готов? Да, всегда готов. Да. А Вите еще, чтобы вы понимали, если у нас все сложится и мы купим этот газ, то Вите обратно еще ехать на нем, потому что нужна категория С. А она есть только у Вити и у дедушки. Не знаю, поедет дедушка с нами или нет. Сейчас поедем и обо всем узнаем. Сколько день, получается, не виделись с дядей Толей. Узнаем, как у него дела. Малыш! Малыш! Доброе утро, ребята! Вы сегодня необыкновенно рано пришли. Ну, видел? Да, Составили все. красота. Я вчера хотел было поговорить насчет грузовичка. Мы же по этому поводу приехали. Передок весь под замену. Надо менять всю ходовку. Мост сзади, где держится, этим, понял, да? Крепеж. Крепеж. Ну. Там все посрывало, то есть разболталось, надо все менять. Мы сегодня уже договорились, нашли вам новый газ. Один в один. Какой? Один в один такой же. Хорошо, так надо. Нам надо вот сейчас твой кивок согласия, мы с Игорем садимся и едем, пригоняем тебе его. В смысле, такая же машина? Ну, он прям в идеале. Ходовка живая, резина самое Так, главное. Без хорошо. трещин, без грыж, без всего. Тормозит хорошо, есть все поворотники, стоп-сигналы, все работает. Хорошо, ладно. Печка Если работает. такая же машина, Такая же, деда. Дядя Толь, если ты согласен, то завтра уже воочию, как говорится, увидишь. Сейчас фотографии покажем. Да, даже видео, как он давайте заводится, что посмотрим. делает. Ну вы почти уговорили. Ну, почти уже радует. Деда, скажи, тебя кормят здесь соседи? Ну, приносили, приходили как-то. Все нормально, все хорошо. Не, ну продукты, я знаю, у тебя есть, все есть. Продукты есть, вода и вон есть. Если что-нибудь, я скажу. Ну вот и хорошо. Видите? Да. Поворотники здесь, Ага, да. крыло целое, Ну, капот целый, не замятый. Будем надеяться, что он как бы не это самое. Вот, одна дверь у него И сзади. хорошо. Ну так он же такой же. Ну, Такой же. Ну такой же, да. Только он, только он в исправном состоянии. Ага. Кузов не гнилой у него. А этот в металлолом продадите. Вот, Да это да, то есть там что запчасти снимем, остальное. Ага, ну хорошо. Да. И эти деньги Ну. добавим, то есть на подшаманить твой Ну да, заварить, да. подарить новый Да. автомобиль. Ладно, сдаем металлолом, и надо посмотреть ближайший сбербанковский автомат, посмотреть, что там у меня есть на счету. Чтобы можно было как-то немножечко погасить вот это вот. Да, это, дядя Толя, это мы разберемся. вот, Вам эти деньги нужнее, у вас еще Так, длинный путь, Да, вам понятно, заправлять я и понимаю. всему Ну, тому мне вы подобное. понимаете, вот поймите меня правильно, мое состояние. Ну, как-то хотя бы минимально, чтобы можно как бы покрыть вот это вот. Я же не могу, что, что у тебя лишние деньги или у кого-то еще там. Деда, все Ну, будет вот хорошо. я вот про что думаю. Надо ее сначала сейчас пригнать, загнать также на сервис, чтобы, Посмотреть. да, чтобы ее более детально посмотрели, что-то где-то подделали и все. Хорошо, пригнал во двор его, и он у меня стоял несколько лет. Документ на автомобиль. Семениченко Николай Викторович, хозяин автомобиля. Получается, машина не его. Не его. Купить купили, на учет не ставили. А нет, зачем мне в это Марокко, будем говорить? По поводу ваших родственников, фамилии, имена, помните, как их зовут? Да
вообще не надо сейчас мне родственники. Я сам себе родственник. Сейчас из-за коронавирусных ограничений въезд в Донецк ограничен. Да. Мы звонили в пограничную И службу, что? абсолютно все узнали. Вот Ну. я вам читаю дословно. Ну, Сейчас из-за проблем с коронавирусом на территории ДНР пропускают людей, у которых есть местная прописка. Узнать, есть ли у дедушки хотя бы свидетельство о рождении. Я узнаю, можно ли пересечь границу по данному документу. Связался только что с депутатом из Донецка. Она сказала, что со стороны ДНР ограничений для въезда россиян нет. Однако у дедушки будет вопрос у пограничной службы РФ. Из-за ограничений в связи с коронавирусом российские пограничники впускают только людей, у которых есть прописка в республике, либо близкие родственники на этой территории. При наличии близких родственников нужно предоставить документы: паспорт гражданина РФ, копия паспорта родственника с регистрацией в ДНР, например, первая страница плюс прописка, копия документа, подтверждающая степень родства, и по автотранспорту пишет, никаких ограничений нет. Просто при себе необходимо иметь документы на машину и личный паспорт. Производится досмотр автотранспорта на наличие запрещенных предметов и веществ. После досмотра автомобиль может свободно ехать дальше. Делаем вывод такой: машина не пройдет ваша текущая без документов. Второе, будут досматривать все вот эти коробки. Все Я будут... их досмотрю, так досмотрю, что они на это Дядь Толь, запомнят мы вам- навсегда, на Мы всю вам оставшуюся жизнь. говорим, как будет. Третий момент. Вас не пустят, если там нет родственников ваших. Вы будете стоять на границе. Вот так же, как вы стояли здесь на посте сбоку дороги, вы будете стоять точно так же и там. Пока не снимут ограничения. Это вот официальная информация. Хорошо, ладно. загранслужбы. Ладно, все, давайте так. Мы решаем все нюансы, и я еду. Да. А все остальное мелочь жизни. Отправляемся в путь. Все, счастливо. Долгий путь. Счастливого пути. За новым автомобилем. Все, я вас жду. Все ради того, чтобы вы свои цели достигли, дядь Толь. Вы ошарашили меня сейчас, честно признаться, Да. честное слово. Ну, я думал, здесь где-то. Ну, Не, далеко. Поздно ночью приедем. ёкала мне. Все будет хорошо, дядь Толь. Пожелайте нам удачи, чтобы все у нас было хорошо и доехали, чтобы все получилось. Итак, друзья, мы доехали, и прямо сейчас мы уезжаем в город Томск. И потом отправляемся в деревню смотреть новенький ГАЗ-53. Как и планировали, время 2 часа. Сейчас пойдем смотреть машину. Вы, да, продавец? Да. Вот он, прям на поле стоит. Какой красавец! Ой, красавец! Слушай, ну вообще, да, другой вид? Совершенно другое. Мне аж не верится, что это, что мы за ним приехали. Смотрите, как двери легко закрываются. Четко. Здесь все целое, не замятое. Перед целенький. Давай кабину глянем. Это тоже не такое рваное. Крыша, кстати, так же вот, как она проще, но она, по крайней мере, на голову не падает. Я прям доволен. Так, и вот это у нас кабина. Дыр прям явных не видно, но вот единственное, что вот здесь. Вон маленькая щель. Вот это все можно подзакрепить на клепке. Ну и все. И покрасить еще, если получится. А можете о машине рассказать? Как она вам досталась? Сколько вы проездили на ней? Купил я вас. Это санитарная машина Да, бывшая? для этих. Ветеринар, да. По назначению. Она у вас 3 года, получается, Да. была. За то время, пока владеете, что на ней делали? Резину поменял. Вот, переднюю новую резину. Угу. Еще. Карбюратор на нем сменил. Видно, что не забитый радиатор. Конечно, из меня механик еще тот. Задняя резина. Тут вот я не вижу трещин. Передняя вообще новая. Кабину подделать чуть-чуть. И в остальном она вообще, мне кажется, хорошая. Окна такие большие, вон открывается все. Конечно, единственный минус — одна дверца сзади. Придется что-то придумывать. Делать половину для собак и половину для коробок. Даже если что-то пойдет не так, тут даже буржуйка есть нормальная, то он может у нас как донор использоваться. Но это совсем, если там все что-то
Итак, вот сейчас мы как раз проверим машину, доедет ли она обратно в Новосибирск. Тут у нас мухи вместе с нами поедут. Вот, ручка переключения сделали вот для себя. Салон, вообще претензий нет. Чистенько все прям. У нас сегодня, к сожалению, Вани нету, Ваня работает. Я один за нас обоих отдуваюсь. Так, Вить, ну рассказывай. Вроде целый, масло нигде не бежит. Подтянем ремень генератора, зальем воду в радиатор. Вот, и будем заводить, пробовать. Там вот пока ребята сейчас тянут, вот если посмотреть даже вниз, машина здесь же стояла на этом же месте. И вроде бы как маслянистых пятен, как на той машине, я не вижу. Нету, масло же не бежит. Там единственное с этого сальниковой набивкой, но у них это болезнь. По запчастям ты что скажешь? Колеса плюс хорошие. Фотографии вчера все было видно, как рама она живая, целая вроде. Даже не гнилая. Выхлоп здесь нормальный, оформленный. Редуктор подбегает, маленько надо будет смотреть его на СТО уже. Ну вот здесь вот даже если посмотреть на сальники, они тут в лучшем состоянии, как мне кажется. А сейчас будем созваниваться с ребятами-механиками, у кого стоит старенький ГАЗ, и будем более детально уже по видео все показывать. Первый запуск. О-хо-хо! Изи, изи, как говорит молодежь. Все нормально. Поехал. Гудок работает. Очень-очень надеемся, что машина реально будет долго служить дядь Толе. И, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Автомобиль-зверь. У нас это большая поддержка. Автомобиль-зверь. Попробуем его на трассе. Как будто в 70-е годы вернулись. Вот эти эмоции, я думаю, их вообще не передать. Полчаса, пока сейчас подпишем договор купли-продажи, поужинать, потому что мы так и не смогли пообедать, а ехать со скоростью 60 километров часов 7. Приедем ночью, тут есть сейчас пока что только одна фара работает, свет, и вот непонятно сейчас, как вообще добираться. Витя переживает. Кстати, дальние, по-моему, давно не горят. А, дальние горят? Ну, это хорошо. Надо. Витя, будешь ехать с дальним, значит. А зачем вообще покупали, если в итоге она не понадобилась? Я на нем на рыбалку ездил, но потом как бы решил вот взяла взять. Сейчас отдали продавцу камеру. Будем первый раз трогаться и выезжать, объезжать. Сейчас будем всю деревню, подъезжать со стороны входа и накачивать колеса. Все заполняем и едем. Готовы? Готовы! С Богом. Ты запомнил, какие где передачи? Зачем? На дороге разберемся. Еще по ямам так весело ездить. Да. Неплохо вроде. Ну, вроде, да. Слушай, так плавно. Первая, вторая. Третья. Вообще Полностью плавно. назад, четвертая. На себя еще. Ага, четвертая. Сцепление выжил. Да. Вот полностью нажимай ногой правой на эту. И пяточкой дави на педаль. Это вот так заводится? Да. Не газуй, не газуй, не газуй, не газуй. Что там у нас улетело? Все нормально, едем. Слушай, ну надо привыкать, однозначно, конечно. И тормозит, слушай, нормально. Да, тормоза хорошие. Лучший автомобиль. Как ощущение? Круто. Вот это сейчас дорога увидите. Будет вот это тормоза. Ты точно доедешь.
Будем стараться надеяться на это, по крайней мере. просто привыкнуть, да? К Да. сцеплению. К тормозам. Тормоза реально, ребята, иномарка отдыхает. Ты чё меня так пугаешь? Руль крутится легко вообще. Да? Да? Я прям очень-очень рад, что нам живая машина досталась. Это, наверное, самое приятное расставание с кредитными деньгами, которое было за историю человечества. Спасибо вам большое. Я, если честно, сразу, когда вас увидел, вот мне прям сразу я понял, что вы хороший человек. Вот от вас такая добрая энергетика веет. Видно, что вы... Не обманет. Да, не обманет человек. Мы очень надеемся, что вот эта машина прослужит долгую службу. Дядь Толя доедет до Донецка. Да, наверное, очень сложно найти вот сейчас что-то подобное, мне кажется, в стране. Это прям такой экземпляр. И мне кажется, Александр прям вот ему повезло, потому что он хороший человек. А сейчас повезло нам с такой машиной. Вот мне кажется так. Витя уже прям трогаться научился, уже все плавненько едет. Он уже проехался по такой грунтовой дороге, бездорожье, можно сказать. И сейчас вот он едет по асфальту. Интересно вот узнать у него мнение, какие вот эмоции он испытывал сейчас, вот, пока ехал. Думаю, сейчас где-нибудь остановимся и с ним поговорим. Первый раз будет выезжать на трассу. Движение прям очень плотное. Осталось заправиться перед долгой дорогой. Пятый не хватает, прям рука тянется, пятую включить, прям бросить. 60 разогнался? Да, прям двигатель Обалдеть. тянет вообще идеально, хорошо. Ну как тебе эмоции? Адреналин есть? И адреналин есть, и эмоции через верх. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Да, вам всего доброго. Удачно доехать. Сейчас заправляем еще мою машину. Мне не влезло. Витя долил сюда еще и вон прям под завязку бензина. Отправляемся в долгий Добрый путь. путь. Да, в долгий добрый путь. Ну расскажи, как едется? Поедется замечательно. Впечатление, класс, ретро-техника. Еду 50-60 километров в час, она прям просит, давай еще сильнее. Такая скорость комфортная, очень комфортная. Первый опыт, вот, чтобы вот так вот ехать по трассе со скоростью 60 км в час, я уже ищу различные плюсы. Первое, это что очень маленький расход, 4,8 литров на 100 километров. Второй плюс, это что можно сидеть и разглядывать пейзажи, то есть, ну, успеваешь вроде концентрироваться на дорогу. Очень удобно, маленькая скорость. Но минус этого всего, что вот так вот лежа в комфорте тебе хочется спать. Нам ехать еще 117 километров, это примерно еще 2 часа, а время уже 9 часов. В 11 вечера, я думаю, мы машину привезем на стоянку. Так, мы сейчас приехали до заправки взять кофе, потому что меня, что Витю уже в сон клонит. И чтобы вы понимали, у меня 2 деления всего лишь пропало, а на газе полбака. То есть это получается 90 литров бак, 45 литров съело. Взяли вот такие сэндвичи, смотри, 3 в одном. Надо обязательно перекусить. Американо 0,4, латте 0,4 и 2 сэндвича. Немного отъехал, я останавливался, и он мне сказал, что его остановили сотрудники ГАИ. Буду смотреть, где-то он здесь должен находиться. Конечно, под вечер начинаются приключения. Я, что ли? Еще и меня остановили. Ой, прикол, не дали мне до Вити доехать.
Не дали до друга доехать, там на газе едет, тоже остановили. Не успел сказать, что видео остановили, в итоге меня тоже остановили. Отпустили уже? Фу, слава. А что они хотели? То, что лампочка не горит? Ну, машина смотри, говорит, батарея реально остановится, давай догоняем. Давай. Слева, мне кажется, будка, она больше. Он на набивке этот двигатель. Старые моторы все были на набивке, потому что сальник еще тогда не изобрели. И ее почему называют набивкой? Ее надо вкатывать туда, как валенок, да. Что сколько? Минимум. Даже если деду ехать, да, даже решетка еще стоит. Да, состояние, конечно, лучше, чем у него. Но печку, понятно, отсюда надо выкинуть. Небезопасно? Ну, конечно, дедушка сгорит. Свечи, сказали, надо менять. Да, свечи есть. Тогда купили, они лежат в боксе. Там хозяин прям молодец, ну, то есть такой хороший У парень. него сохранили. Получается, только надо будет эти, какие надо будет запчасти снять, такие живые. Карбюратор, генератор, стартер, трамблер. А стартер же как раз только сделали. Да. И то, что ему с собой выдать, что то, что может по дороге сломаться, то, что могут ему там в поле поменять кто-то. Да. С собой ему надо будет. Да, это- что-то с собой, конечно, надо будет. А остальное, ну здесь вообще живого места нету. И второй момент. Это же бывший бензовоз. Я не представляю, как дедушка ехал, но все газы ему в салон шли. Если не брать кабину, вот именно на вот эти все доработки, сколько нужно времени? Неделя. Да где-то неделя. Время уже час ночи, начало второго. Мы доехали, мы это сделали, я безумно этому рад. С завтрашнего дня, может быть, там уже в понедельник начнутся какие-то работы, смотреть будут запчасти, все подготавливать. Ребята тоже уже поехали. И я тоже поеду, и скоро вернемся к вам с новыми новостями. У нас прошел один день. Витя мне хочет показать какую-то одну штучку, которую привезли для дяди Толи. И мы едем, забираем дядю Толю, едем показывать ему новый газ. Сегодня купили штуку такую деду. Это прикручивается к крыше автомобиля. Ага. Специальные места крепления есть. И на него можно составлять хоть метр. На нее, да? Да, Так она узкая же. То есть что-то небольшое. это заводская. Не, конечно, ему не помешает точно. С учетом того, сколько у него коробок, как бы это вообще лишним не будет. Как думаешь, деду-то понравится? Да, я думаю, новый да. газик. Еще и рестайлинг. Ну, Должен понравиться. Здрасте, здрасте. Какие люди нас посетили, сколько лет, сколько зим. Да. Я тут подумал по автомобилю, да. Я вчера хотел было сказать, но не стал. Едем смотреть новую машину. Сейчас. Да. Да. Там сразу СТО и сразу обсудим по ремонту. Нюанс. Да. Удовлетворю ваше желание. Права? Да. Да, интересно посмотреть. Я говорил ему, что у меня права на украинском языке. Если у вас права украинские, как вы в Магадане работали? Ничего. Проехал всю страну. Вот, полстраны. а я довязался до правда. Ну да. Ну вот, А как сотрудники ГАИ? вот это сотрудники ГАИ, они вот ваши документы там. А что вы хотите? Говорю, папку достаю, говорю, вот у меня столько, говорю, документов. Ну вот хотя бы там права, там то все, ну паспорт некоторые. Ну пожалуйста. Вот посмотрели, почитали. Я вас, говорит, пробью в этом. По базе. Да, по базе. Не проштрафился, все у меня нормально, все хорошо. Ну ладно, говорит, езжай. Только, говорит, смотри аккуратно, Не нарушайте, потому что, да, не нарушай правила, потому что у нас тут то все. Да я говорю, аккуратно еду, все у меня хорошо. Они такие же российские права, только в украинском стиле. Ну понятно. Да. А срок не прошел там у вас? Да нормально, все хорошо. Да? Посмотрим тогда, еще покажете. Какие проблемы? Вчера вроде бы вывезли мусор наконец-то. Вывезли, да. Да, появился столик, мангальное место. Посиделки с соседями устраивали. Да, вчера было хорошо. Как вы вот с Магадана ехали? У вас же ни навигатора, ни Ничего карты. нет, да. Как вы ехали? А очень просто, я же дорогу эту знал. Я же эту дорогу пешком там столько прошел. Просто по знакам, по стрелкам По знакам, ехали? да, И и где-то по- у людей да, спрашивали. да, А нормально. какие у вас курьезные случаи были на дороге, пока вы ехали?
В принципе, ничего особого. Не было случаев, что вас там хотели обмануть, обворовать кто-то, Не, ничего. ограбить? Нет, нет, а что там грабить? Вы год едете по трассе, ну, видите много людей, Да. и что вы не встретили ну, Никого. сильно там плохих людей, не разочаровались в вашей поездке, вот в Нет. чем. Да, это прям здорово. Ну что, дядя Толя, выходим? Сейчас дядя Толя впервые увидит новую машину. Город сейчас смотрится совсем по-другому. А я когда вот ехал вечером, и вот эти вот здания, высотки, Да. мне казалось, что это, ну как типа в Москве. Вот, Заговорились, вот они стоят. вот мое родное. Вот оно. А вот это новый. Это ладно, это новое, это хорошо. Забытое старое. Вот. Да. Надо будет это забрать. Номер мы заберем Номер, и да. повесим прямо туда вам спереди, Ага, где хорошо. лобовое стекло. Родной. Да, он мне родной, он первый у меня. Вот здесь у меня, по идее, не знаю, как сейчас. О! Вот Да, он, сумка. сумка. Давайте, держу. В зиме был, Мгм. вот, и мне подарили вот это вот. Он сам делает вот эти... Ручной работы. Да, ручной работы, у него дерево такое специальное. И вот он мне подарил вот это вот. Я говорю, ладно. Положите в сумку Да, тогда. я говорю, пусть будет, да. Ну вот так вот. Вообще молодец машина. Жалко мне его, честно признаться. Здесь салон, конечно, другой. Хорошая, нормальная машина, все хорошо, крепкая. Будет один в один как та, дядь Толь. Будка, ничего не надо перестраивать, ничего не надо, никакие шкафчики там и так далее, и так далее. Ничего не надо. Ванну поставить тебе хотел. Ванну принимать будете. По дороге. Душ, все нормально, все. Убрать? Да. Вот, и все. Вон там сделать перегородку, все вещи туда. Так? Да. Вот, а собаки вот тут будут. Подделаем что-то, порядок наведем. А теперь пойдемте старый посмотрите. Я знаю, что это. Я хотел тут было убрать тяжелый домкрат. Вот здесь вот фильтр от машины. Да. Потом вот у меня здесь баллонник. Ага. Вот. Мы это все заберем. Монтажка, Да. все это, да. Ой, хлеб даже, слушай, надо забрать. Выкинуть надо, а не Выкинуть. забрать. Мы когда все равно будем машину комплектовать, Да. мы все отсюда переложим. Хорош? Хороший, нормальный автомобиль, все хорошо, да. Мало кто подмену заметит. Да, это в принципе да. Документы все в порядке. Это все одна машина, не Ну да. собранная из трех, как у вас. Там и в этой машине и печка работает. В кабине. Да. Она видно, что она фактически как бы новая машина-то. В принципе. Ее мало использовать. Ну да. Так, ну мы сейчас зайдем в магазин, Да, сейчас зайдем в любой. отвозим дядю Толю домой и завтра уже будет у нас полный расклад по машине. Какая стоимость и какие сроки. Это права. БЦДЕ. Да, Ага. БЦДЕ, оканчивал курсы. И здесь вот категории Б, С, Д, Е. Вы можете все водить, кроме мотоциклов. Кроме мотоцикла, да. Артынская автобаза. Артекская автобаза. А, что вы шофером там Да, работали. я там же на Татре работал. То, что он окончил курсы целевого назначения по устройству и эксплуатации автомобилей. Вот. Ой, это вы такой Это молодой? я такой молодой пацан. Да вам сколько тут лет? Ой, аж страшно сказать. Лет 18, Да, наверное? да, вот как раз тогда, когда остановилась. Ничего себе. Это военкомат. Место рождения, Ну, Донецк. да. Национальность украинец. Да, По специальности слесарь. да. Это я в троллейбусном депо работал. Заключение командованной части об использовании в военное время вожатый служебных Да. собак. Да. То есть Да. вы там еще занимались Я- собаками. Да, У да. вас большой опыт Большой, общения да. с ними. Вот так оно у меня и осталось по жизни. Вот есть аттестат, Да. дядь Толин. Матрос 2 класса. А, это в Магадане, Да. в Магадан кончал курсы. Морская практика, устройство судов, Рыборабочий. организации службы, Да. промышленное рыболовство Да. и обработка рыбы. Да, я забыл про это. Электротехника с основами электроники, Да. основы экономических знаний, материаловедение и производственное обучение. Вот, в 81 году Нижневартовская, АТП. да, водитель 3 Да. класса. Потом водитель опять вы работали, Мгм, принят водителем, Мгм. еще водителем. То есть вы, получается, всю жизнь водителем Да, проработали? мне, за исключением того, что я на флоте работал в Магадан-Репроме. Очень большой опыт вождения. Да, да. Поэтому то, что вы едете так долго, для вас это как семечки. Ну, как бы, познавание страны. Ну все, дядь Толь, до Да. встречи. О,
Давайте. Ой, слушай, я не знаю, как я буду с вами это самое. Все хорошо, главное доедьте в целости. Обязательно сохранности. буду, и надо будет звонить оттуда. Да. Так, ну все, мы к вам вернемся завтра. Надо быстрее заканчивать. Дяде Толе нужно ехать, ему еще длинный путь. А едет, вы сами понимаете, днем, а едет ночью, стоит, и то есть за день не так много-то и проезжает. Дяде Толе на днях приехал его какой-то друг из Иркутска, который хочет ему помочь доехать до Донецка. У нас не получилось ни с ним познакомиться, ни толком пообщаться, и дядю Толю после этого момента как будто подменили. События начали так быстро развиваться, что мы находимся в абсолютно полном шоке. На сегодняшний день вся эта история закончена. В следующем выпуске мы постараемся разобраться вот во всем том безумии, что происходило. Правда, не знаем, когда выйдет этот выпуск, либо через неделю или через две, потому что у Лиды день рождения. И напишите, какой бы выпуск вы хотели увидеть раньше. Подписывайтесь на наш канал, если хотите увидеть продолжение и чем закончится вся эта история. Увидимся с вами через неделю. Пока. Ну вот так вот. Жалко мне его, честно признаться. Только я зашел за машину, слышу, бум! Стой, Двойной протектор от газона. Трактором его вытаскивали. Метров 70. Как не перевернулся, я не знаю. И здесь он стопорнулся.